Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Я думаю, есть у всех такие горелки. В моем случае она уже отслужила свой срок, расплавилась, и решил я ей дать вторую жизнь. Давайте сделаем полезную самоделочку. Вам всем приятного просмотра. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Ну и смотрим, поехали! Первым делом, конечно же, разберем саму горелочку. Тут не тот. Посмотрим ее конструкцию и будем делать. В принципе, весь механизм довольно-таки простой. Нам нужно будет вот эта вот часть. Остальное все выкидываем в мусорку. Также откручу сам носик. Вот китайцы штампуют на 10 большой, на 8 маленький. Ну, то есть девяточка, да. Будем откручивать пассатижками. Здесь сейчас сделаю отверстие побольше. Кстати, рабочий лайфхак. Вот у меня сверлышко на 7. Мой шуруповерт ее не зажимает. Ну, то есть тут от 1 миллиметра идет. Ну, выйти из этого можно как? Берем что-нибудь такое. Я в моем случае использую двухсторонний скотч. Сделал его по кругу. Теперь шуруповерт раз. Все, сверлышко на месте. Так, зажали в тесочки. И теперь по центру сделаем отверстие. Расширил я до 0,7, но потом посмотрим. По ходу, может быть, сделаем еще побольше. Теперь возьмем, я думаю, у всех есть пустые баллончики из-под краски. Метим примерно 5 сантиметров. Обязательно проверяем, чтобы баллон был пустой. Он уже видно, что он уже не под давлением. Ну, на всякий случай, мы здесь сейчас сделаю одно отверстие. Кстати, все вот умные говорили, мне в прошлый раз баллончик пилил, но здесь прям написано, что... То есть, после полного использования газа баллон выбросить в мусор, предварительно проделав дыру в нем. А люди мне писали, что нельзя такое делать, да все можно. Просто болгаркой сразу резать нельзя, конечно. Ну а я, конечно, теперь уже возьму шемочку и отпилю. Первую часть немножечко подзачистил. Берем теперь верхнюю часть. Я уже немножко обрезал, потому что сделал небольшой вот такой вот шаблончик на 3 части. То есть берем вот так вот примерно, тут 2 сантиметра от верха. Выставляем шаблон. Так, выставили. Теперь маркером все это обводим. Так, у нас получается вот такой вот рисуночек. Теперь примерно по центру сделаю 3 отверстия на 8. Теперь беру ножницы по металлу и все буду аккуратненько вырезать. Понадобится еще вот такая вот баночка. У меня в моем случае это из-под конфет, может быть из-под кофе. Так вот выставляем. Делаем отметочки. И сейчас просверлим 3 отверстия. Теперь на банку прикрутил это через сантехнические гайки. Сделал таким образом. Хитрость тоже пропилил, сделал пропил, чтобы можно было отверткой закрутить все это. Потому что здесь расстояние минимальное. Так, теперь берем нашу вторую часть и будем сейчас насаживать ее сверху. Максимально, насколько смог, я утопил. Теперь берем штангель-циркуль, выставляем 1,5 сантиметра, кому удобнее 15 миллиметров. И начинаем делать разметочку. Получилось почти идентично. Теперь сверлышком двоечкой максимально в край буду пробовать сверлить отверстие.
Теперь возьмем двухкомпонентный клей. Берем часть, которая была передняя, и отпиливаем кусочек. Теперь вставляем все это дело вовнутрь. Так, вставили вовнутрь, и теперь хорошенько замазываем эпоксидной смолой. Пока смола сохнет, сделал вот такие вот два отрезочка из болта восьмерки, просверлил сверлышком на 4. Так, вот плунжерончик, который у нас от горелки, от родной. Сейчас на него при помощи вот сантехнического геля, он не только для сантехники, для газа тоже предназначен. Теперь накрутим гаечку М6. Также нанесем на болтик, который не М8, а М6. И вкрутим его вовнутрь. Второй также наносим гелем. Берем горелочку и вкручиваем сюда. При затягивании он застывает. Теперь берем термоусадку, отрезаем кусочек, надеваем ее сюда. Ну, как всегда, берем зажигалочку и термоусадочку нашу нагреваем, чтобы она хорошо облегла. Также отрезаем термоусадку, надеваем, обжигаем. Теперь берем силиконовый шланг. Он у меня шестерочка, он хорошо плотненько одевается. Но пока так оставим без стяжек. Можно, конечно, хомутики какие-нибудь купить, и с этой стороны также плотненько заходит. Теперь вставляем в однородное место. Притянем. Также мне понадобятся вот такие вот болты. Можно, конечно, чуть подлиннее. У меня коротковатые. Можно докупить. Ну и теперь вторую часть одеваем на наш баллон. Так, открываем. И смотрим. У нас получается шикарнейшее пламя. Хочу показать, да, что это все работает. Смотрим. Вода у нас даже вон со льдом плавает. Минус 0,4 градуса. То есть ледяная. Поджигаем, открывается кран. Просто зажигается. И ставим. Можно сюда добавить. Пламя, как видно, прям вообще шикардючее. О, уже 10 градусов вода. Прошло буквально на ваших глазах 20 секунд. Буквально вот 3 минуты вода закипает, как видите. Вот на каком газку всего лишь она греется. А потенциал у этого пламени вон какой. Можно взять также и разбить яичко. И как видим, это на минимальной температуре сейчас стоит тут. Так что, друзья, вот получилась у нас вот такая вот с вами горелочка. Результатом я прям очень доволен. Друзья, хотел прям на секундочку показать. Сейчас сделал небольшой апгрейд. Вот эти отверстия рассверлил на 6 со всех сторон. И, конечно, сразу результат получается шикарнейший. Совершенно другой. Смотрите, это прям на минимум. Вот самое маленькое пламя. Вот максимально можно сделать. Самое главное, что у нас получается. Теперь берем шланг, снимаем. Конечно, там можно хомутик поставить. Зажим. Разбираем все это. Также снимаем
баллончик. Снимаем все это, переворачиваем, открываем, закидываем. С болтом уже можешь... А, нет, все помещается. Сворачиваем шланг и убираем его тоже сюда. Все это закрываем, и у нас получается вот такая вот компактненькая горелочка. Друзья, ну как видите, у нас получилась вот такая вот миниатюрная газовая горелка, которую можно взять с собой на рыбалку, на охоту, на природу, прикупить такой баллончик, и вы всегда с огнем. Делается легко и просто, сами видели. Результатом я очень доволен. Вам, конечно же, всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Кому понравился данный ролик, поставьте по лайку, напишите обязательно ваше мнение, поделитесь с друзьями. Ну и до новых встреч, пока-пока.